Привет, друзья! С вами я, Сергей Макеев. Сегодня с вами обсудим тему, о чем молчат массажисты, или какие негативные последствия бывают после массажа тела. Раньше я записывал ролик о массаже лица. И перед тем, как мы начнем, я прошу тебя поставить лайк этому видео, написать комментарий, какая тема тебе интересна, и сталкивался ли ты или сталкивалась ли ты с синяками или другими негативными последствиями после массажа. Пиши комментарий, мне приятно, вам полезно. Какие же негативные последствия могут быть после массажа тела? Начнем по порядку. Первое из них, самое легкое, это ухудшение самочувствия. Например, если вы переболели ОРВИ и не до конца вылечились и пошли на массаж, то велика вероятность того, что болезнь обострится, и вы можете чувствовать себя не очень хорошо после массажа. Плюс массаж очень влияет на иммунную систему, то есть он ее, наоборот, стимулирует. Следующий пункт – это отечность. Если, например, вам сделали лимфодренажный массаж с нарушениями техниками, то есть не откачивали лимфу из лимфатических узлов, то после массажа вы можете отечь еще больше, либо ваша отечность останется на месте, никуда от этого не денется. Следующее – это синяки после массажа. При нарушении техник массажа, особенно если это ударная техника, то вероятность высока, что ваш клиент получит синяк. Что такое синяк? Это повреждение кровеносного сосуда и вытекание его содержимого в пространство между тканями и межклетками. Если вы принимаете препараты антикоагулянты или другие препараты, которые воздействуют на кровяное русло, будьте внимательны, потому что шанс получить синяки на столе у массажиста крайне высока, поэтому будьте внимательны и с этим в том числе. Фолликулит – это воспаление волосяного фолликула в случае, если вы его травмируете. То есть, например, у вашего клиента волосатая спина. Если вы активно делаете движение, например, растирание, то вы можете причинить неудобство вашему клиенту. Ваш клиент будет иметь красные точки и воспаление фолликула. Также вы можете, если применяете масло, забить волосяные фолликулы маслом, тем самым усугубить проблему. Далее, следующая тема касается людей, у кого длинные ногти. Это царапины. Некоторые приемы, например, как спиралевидное разминание или, например, поглаживание кончиками пальцев, может причинить вашему клиенту массу неудобств, если у вас длинные ногти. То есть вы его поцарапаете. Это тоже не есть хорошо для клиента, особенно если у него чувствительная кожа тела. Растяжение и ссадины. Это, например, прием пиления, когда ребром ладони мы растираем кожу клиента. То есть, если вы очень долго трете кожу клиента без применения смазывающего компонента, например, масло, либо это может быть какой-то другой компонент, то шанс, что вы, скажем так, натрете кожу клиента, тоже высок. Аллергические реакции на компоненты эфирных масел, которые вы используете. Например, у многих клиентов бывает аллергия на шафран. И перед тем, как использовать определенную ароматическую составляющую в масле, пообщайтесь с клиентом и убедитесь, что в данном масле нет аллергических компонентов, которые принесут аллергическую реакцию вашему клиенту. Обострение ранних хронических заболеваний. Если вы неправильно собрали анамнез, то есть не пообщались с клиентом, не выявили его состояние здоровья, не выявили его самочувствие, то если клиент вам не сказал о каких-то хронических заболеваниях, массаж может их спровоцировать заново. Растяжение связок и мышц. Если вы, например, делаете спортивный массаж и вы решили сделать растяжку мышц, то если вы неправильно делаете и не ощущаете ответную реакцию мышц на ваши действия, то есть вы делаете растяжку слишком резко, слишком сильно, то вероятность того, что вы потянете мышцу вашему клиенту, тоже достаточно высока. Если в анамнезе у вашего клиента присутствует гипертония или проблемы с сердцем, то вы можете получить такую неблагоприятную реакцию, как повышение кровяного давления. В этом случае, если у клиента есть такая проблема,
то лучше массаж начинать именно с головы, чтобы сделать отток крови от головного мозга, а не наоборот в головной мозг ее нагонять. То есть мы можем спровоцировать инсульт, кровоизлияние в головной мозг. Но опять же, для этого нужно очень сильно постараться и максимально гнать кровь к головному мозгу. Обязательно ходите на первичную консультацию и рассказывайте своему массажисту обо всех состояниях своего здоровья, обо всех мельчайших подробностях, расспрашивайте его, что будет так, если мы сделаем так. Обязательно уточняйте все интересующие вас вопросы, потому что ваше здоровье в наших руках. Пожалуй, это основные моменты, о которых я хотела с вами пообщаться. Если есть какие-то вопросы, пишите в комментарии, ставьте лайк этому видео и увидимся снова. До свидания.